Сбор березового сока. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Как правильно собрать березовый сок? Начало апреля для средней полосы России – это время сбора первого урожая – березового сока. Как это сделать максимально аккуратно, чтобы не повредить дереву, и как это делают промышленным способом? Когда собирают березовый сок? Березовый сок можно начинать собирать весной, если на улице преобладают плюсовые температуры, а снежный покров сошел практически целиком. Заканчивается этот период, когда на дереве лопаются почки и начинают распускаться первые листья. Что касается времени суток, то интенсивнее всего сок идет по стволу в дневное время, а ночью ход значительно замедляется. Как собирать березовый сок? Самым простым и распространенным способом является сверление в дереве небольших отверстий, в которые затем вставляются трубочки, по которым сок стекает в подготовленные емкости. Отверстия сверлят с небольшим наклоном на высоте 35-50 см от земли. Диаметр отверстий должен подбираться в соответствии с диаметром трубочек или каналов, которые есть в вашем распоряжении. Обычно делаются отверстия диаметром от 5 до 10 мм. Сверлить отверстия диаметром более 10 мм запрещено. Глубина просверленных отверстий обычно варьируется от 20 до 30 мм, 2-3 см, без учета толщины коры дерева. После того, как отверстие просверлено, в него заправляется трубочка и подставляется тара для сбора сока. Пластиковую тару использовать не рекомендуется, поскольку она может менять вкусовые качества сока. Собирать сок можно с деревьев, чей ствол в диаметре составляет более 20 см. Для деревьев с диаметром ствола 27-34 см можно сделать два отверстия в 20 см друг от друга. При диаметре в 35-40 допускается 3 отверстия. Для стволов больших диаметров допускается максимум 4 отверстия. После окончания процесса сбора отверстия должны быть обязательно закрыты с помощью деревянных пробок и замазаны садовым варом или пластилином, дабы уберечь дерево от попадания всевозможных грибков и вредоносных бактерий. Если пластилина нет, то можно замазать глиной. Сбор березового сока промышленным способом. Для сбора сока в промышленном масштабе в лесных хозяйствах используется этот же вышеописанный способ. Но иногда вместо каналов на деревьях делают пропилы шириной до 10 см и глубиной не более 2 см без учета толщины коры, куда вставляются специальные желобки. Если деревья используют каждый сезон, то новые отверстия делаются на расстоянии не менее 20 см от прошлогодних. Где нельзя собирать сок? Разумеется, сок можно собирать не везде. Запрещен сбор в населенных пунктах, городских парках, курортных зонах и местах отдыха, в прибрежных полосах рек, озер и водохранилищ, а также в заповедниках и различных охранных территориях. С 2021 года введены новые ограничения для сбора березового сока. Сок можно будет собирать только у толстых деревьев, которым до вырубки осталось 5 лет. Вот, собственно, и все премудрости. После сбора не забудьте добавить в сок немного сахара и помните, что в холодильнике он хранится не более 3 дней, после чего начинает бродить. Но это уже другой продукт. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.